Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный, очень легкий на вкус, знаменитый гавайский морковный торт с ананасами. Этот морковный торт получается очень легким и нежным на вкус. Обычно морковные торты получаются достаточно тяжелыми, такими насыщенными. Этот же легчайший, тающий буквально во рту, очень влажный, сочный получается тортик. И готовится торт очень просто и быстро. Сначала приготовим орехи для него. 100 грамм орехов пекан я обжарила на сковороде. Вы же можете просто брать обычные грецкие орехи. Орехи пока отставляю в сторону, чтобы они остыли. Лучше их, конечно же, обжаривать. Беру один среднего размера свежий ананас. Сразу говорю, вы можете, конечно же, использовать консервированные ананасы. В этом вообще нет никакой проблемы. Очистила его. И сейчас одну сторону делаю вот такая, чтобы у меня одна большая долька была. Потом мне для декора это понадобится. Нарезаю тонко, чтобы были тонкие дольки, примерно по 2 мм, максимум по 3 ломтики такие. Отправляю все это в сковороду. Сковорода у меня 28 см в диаметре. Добавляю туда 2 столовые ложки сахара и 150 мл воды. Ставлю все это на плиту и на полном огне. При таком периодическом помешивании с момента закипания я буду уваривать всю эту смесь примерно 15 минут. Мне нужно, чтобы образовался такой сироп и ананасы немножко так карамелизировались. Я буду в это время, пока они у меня будут готовиться, заниматься морковью. Здесь у меня 4 таких достаточно крупных моркови, весом почти полкило. Морковь у меня свежая, то есть сырая морковь. Очень часто по морковным тортам спрашивают, вареная это или сырая морковь. Свежая сырая морковь. По традиции для этого торта морковь натирается именно на крупной терке, чтобы ее было видно. Потом в коржах 400 грамм свежей, крупно натертой моркови у меня получается. Отставляю пока в сторону. Ананасы уже готовы. Вот так они выглядят спустя 15 минут кипения. Жидкость это нам сейчас понадобится для пропитки. Вот эти вот ананасовые лепестки, так называемые, мне понадобятся сейчас для декора. Даю жидкости стечь. Выкладываю все ананасы на тарелку. Еще раз повторяю, вы можете использовать консервированный ананас, если вы не будете его так декорировать. Но со свежим ананасом, конечно, вкус более насыщенный и более яркий. Вот эта жидкость, которая у нас осталась, сироп ананасовый, очень концентрированный. Мы потом его разбавим до середины стакана водой кипяченой и будем использовать для пропитки. Вот эти вот сейчас лепестки ананасовые я аккуратно убираю. Примерно 14 лепестков мне этих понадобится, и я потом буду делать из них декор. Вы же можете этого не делать. Это я просто показываю, как можно декорировать. Сделать, так сказать, очень быстрые нарциссы из ананасов. Остаток ананасов я сейчас нарезаю мелко. То есть это мне понадобится уже для начинки. Поэтому вы смело можете использовать здесь обычные покупные консервированные ананасы. Сладкие. У меня получится 220 грамм ананасов. Примерно идет 200 грамм в эту начинку по рецепту по американскому. Отставляю пока ананасы в сторону. 220 грамм я буду использовать в начинку. От орехов пекан я отбираю сейчас для декора 12 вот таких половинок. Вы же можете этого не делать. И остаток я нарубаю вот так ножом мелко и буду это использовать для начинки. Сразу говорю, конечно же, грецкий орех можно использовать вместо пекана. Изюм в этот торт, как правило, по традиции не добавляется, в отличие от других морковных тортов. И приготовим тесто. 4 яйца среднего размера. Добавляю туда щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара. Взбиваю до состояния пены и добавляю туда сейчас 220 грамм сахара. Взбиваю примерно 2-3 минуты. Дольше взбивать не имеет смысла. В принципе, это все можно замешивать обычным даже венчиком. Не использовать здесь вообще никакой миксер. Это тоже можно, если вы хотите испечь это просто пирогом. Добавляю туда 240 грамм, не миллилитров, а именно грамм растительного масла без запаха. Все просто перемешиваю, ничего уже не взбиваю. Просеиваю туда сейчас 380 грамм муки. Какао здесь в этом рецепте мы не добавляем в тесто. Обычно в морковные торты идет какао, здесь же не добавляется в этот торт. 10 грамм разрыхлителя. Просеиваю тоже обязательно разрыхлитель. И 1/4 чайной ложки пищевой соды туда добавляю. Больше не нужно добавлять, иначе будет чувствоваться уже во вкусе.
Добавляю туда также 1 чайную ложку с горкой корицы. Корицу обязательно добавляем. И 1/4 чайной ложки специй для имбирных пряников. То есть там будет кардамон, имбирь, мускатный орех, корица, гвоздика. Весь набор специй. Все это просто перемешала миксером очень быстро. Тесто получается достаточно вязким, но оно сейчас будет разжижаться по мере добавления моркови и ананасов. Добавляю туда все орехи. Добавляю туда сейчас всю морковь, 400 грамм свежей моркови. Морковь, заметьте, здесь мы натираем на крупной терке, так идет в рецепте. Чем мельче будет натираться морковь для морковного торта, тем более сочным будет морковный торт. Здесь у нас будет пропитка и очень сочные ананасы, а вообще для морковных тортов, чем мельче вы натрете морковь, тем более влажным будет у вас торт. И добавила туда 220 грамм ананасов. Все перемешиваю просто лопаткой. Сейчас тесто разжижится и будет прекрасно уже разравниваться по противню. Противень здесь у меня 32 на 42 сантиметра. Духовка у меня уже разогрета на 160 градусов Цельсия. Выкладываю все тесто, обязательно разравниваю его сейчас шпателем. Выпекаю я этот корж при температуре 160 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 45 минут. Это в моей духовке корж будет очень ровным и очень нежным. Убираю выпекаться примерно на 45 минут. Духовку во время выпечки не открываю. Корж у меня испекся. Проверяю его для вас деревянной шпажкой. Естественно, она выходит сухая и чистая. Как только он у меня остыл, сразу же достаю его из формы. Отрезаю у него бортики. Вот такой он красивый в разрезе, этот корж. Нежнейший он получается. Морковочку видно, ананасы видно. Вы можете, как я уже сказала, натирать морковь более мелко, но этот торт идет именно с вкраплениями моркови, чтобы он был такой нарядный. Разрезала этот корж на 3 равных коржа и готовлю быстрый американский сырный крем. 250 грамм размягченного сливочного масла. Взбивала примерно пару минут. Добавляю туда 150 грамм сахарной пудры. Еще взбиваю пару минут. И добавляю туда 300 грамм творожно-сливочного сыра комнатной обязательной температуры. Когда я ввожу туда сливочный сыр, я взбиваю в общей сложности, это я вам показываю в реальном времени это все, в общей сложности взбиваю 20 секунд, не дольше, потому что сырная масса может потом расслаиваться начинать. Сыр у меня здесь самый бюджетный, поэтому он сам по себе идет крупинками. Это крем начиночный, я особо из-за этого не расстраиваюсь. Если вы возьмете более дорогой сыр, типа Филадельфии, допустим, у вас крем, конечно же, будет очень ровным и гладким. Главное брать и сыр, и масло обязательно комнатной температуры. Сыр должен быть обязательно комнатной температуры для этого крема. Делю крем на 4 равные части. Дополнила сейчас этот ананасовый сироп кипяченой водой холодной до половины стакана. Каждую часть крема выкладываю на корж. Пропитываю каждый корж. Коржи получаются тающими просто во рту. И таким образом собираю весь тортик. Остатки измельчила в измельчителе, ими обсыпаю тортик с боков. И 4-ю часть крема я использую для декора. Кондитерская насадка здесь у меня 1Е. И делаю очень быстрые фантазийные нарциссы. Отсаживаю вот такие розеточки, двойные их отсаживаю, чтобы ананасы в них держались. Сворачиваю сейчас ананасовые лепестки вот таким образом и помещаю их в серединку кремовой розочки. Делается это очень просто и очень быстро. Благодаря тому, что мы карамелизировали этот ананас, у нас получается сразу все это свернуть. Орехи пекан выкладываю таким образом. Вы же можете, как я уже сказала, использовать обычные грецкие орехи здесь. Посыпаю просто фисташкой. Можете этого вообще ничего не делать. Можете в круглых формах выпекать. Этого количества теста хватит на 2 круглые формы 20 см в диаметре. Лучше морковные торты всегда выпекать именно в 2 формах. Так они быстрее пропекаются. Так будет удобнее. Убирала его буквально на час в холодильник. Вот так прекрасно он нарезается. Когда он ночью у вас простоит в холодильнике, он будет еще более ровным. Таким идеально ровный разрез у него будет. Торт, как я уже сказала, очень легкий, очень воздушный на вкус. В отличие от многих других морковных тортов, в которых все равно присутствует такая достаточная тяжесть во вкусе
Этот необыкновенно легкий на вкус тортик получается. Очень влажный за счет кусочков ананаса, ананасовой пропитки. Здесь очень сбалансированные все вкусы. Кто любит именно легкие торты, вот для тех этот торт идеально подходит. Ссылочки на рецепты других морковных тортов на моем канале оставлю вам в описании к данному видео, в инфобоксе. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.